Хорватия славится своими охотничьими угодьями, которые раскинулись не только по материковой части страны, но и на многочисленных островах. А островов у Хорватии насчитывается более 1200. Здесь можно добыть не только рейтинговых трофейных животных, таких как козел Фирол, гибридный крикри, европейского муфлона, барана гибридного, барана дикого далматинского, но и насладиться великолепной природой и богатой историей. Особое место в Хорватии занимает город Сплит с его древней архитектурой, основанный римским императором Диоклетианом. Старый город так и манит прогуляться по древним улочкам, погружающим в атмосферу прошлого. Диоклетиан, римский император, родом из Далмации, решил построить свою резиденцию рядом с родными местами. Расположению города способствовали его великолепные природные условия и удобный порт. Вокруг дворца постепенно возникала городская инфраструктура, превращая Сплит в значимый торговый и административный центр Далмации. После развала Римской империи в V веке город пережил период варварских нашествий и изменения. В VII веке Сплит стал частью Византийской империи. В последующие века Сплит оказывался под властью Венеции, Венгрии, Наполеона и Австрии. Возрождение города Сплит началось в XIX веке вместе с национальным движением, когда Хорватия стала частью Южной Славии. Сплит по сей день является одним из самых значимых культурных и исторических центров Хорватии, привлекающим туристов из разных уголков мира. А сам же Диоклетианов дворец в начале 80-х был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас мы заканчиваем визит старого города Сплит, и сейчас едем встречать Дениса в аэропорту Сплита. И затем мы сразу же продолжим путь на юг, на побережье Хорватии. Мы поедем по мосту, а затем прибудем в паромный порт, но опоздаем на обычный государственный паром. Мы организуем какого-нибудь местного рыбака, который сможет прийти за нами на туристической лодке и поедет с нами ночью на остров. Почему? Потому что мы не должны пропустить завтрашнюю утреннюю охоту на острове. Это наш план на сегодня. Все, добрались мы тяжелейшими путями, тяжелейшими дорогами до Хорватии. Сплит, чуть-чуть с задержкой должны были еще попасть сюда 3 дня назад. Ну, в общем, все как обычно. И сегодня прилетели позже, чем планировали. Поэтому паром не успеваем. Сейчас какими-то лодками, веслами будем добираться до острова, где мы будем начинать охоту. У нас задача добыть 5 трофеев. Еще есть 6-я серна, но как раз таки в это время она закрыта. Чуть пораньше надо было. В общем, в Хорватию придется еще возвращаться. Ну, наверное, не самое худшее место, куда возвращаться. Настроение начинает подниматься после таможни. В общем, Сплит, Хорватия, море, охота. Поехали. Все на лодку. Все участники охотничьей экспедиции наконец-то собрались вместе. Теперь они направляются на южное побережье Хорватии, чтобы добраться до острова Млет. Остров Млет. Половина острова Млет является старейшим национальным парком на Средиземном море с 1961 года. С начала прошлого века проблема с козами, с дикими козами, потому что популяция растет и растет. На острове нет естественных хищников,
Ни волков, ни козлов, ни шакалов. А когда популяция такая большая, да еще и вне контроля человека, ведь они насчитали более 2000 животных. Больше 2000 на Млете? Да, на Млете. Правительство решило призвать охотников, ветеринаров, инспекторов и тех людей, кто продвигает зеленые методы. Например, посадить коз в клетку и перевести в другое место. Это все бред собачий. Только ружье может помочь. Потому что Млет — это очень густой район, похожий на средиземноморские джунгли. И увидеть это животное нелегко. Они очень скрытные. Ne znam jel dobro večer ili dobro jutro. Ševen, ti Miša, idemo. Ajde. Je li ostavlja, idete i vi ili? Da. Koliko vas ima? 4. Здесь море. Момента мора. Группа все же упустила последний паром. Как и обещал Йосип, всю группу забросят на остров при помощи небольшого катера под покровом ночи, как в самых остросюжетных фильмах. Морская охота. На лодке на охоту. Когда еще поездишь? Oh, hello. Speak English. Croatia. Može. Все участники экспедиции находятся на борту. Капитан объявил, что поездка займет всего 20 минут. Включив радары, скоростная лодка с легкостью доставила группу на остров. Да что-то так себе. Dobro, a plaćamo tebi. Летели, ехали, плыли. Часы пробили полночь, и мы на месте назначения. Я надеюсь, нам еще ехать. Možete. Dživ, koje je ime? Добрались мы до острова Млет. Загружаемся способом Тетрис. Загружаем в машину невместимая. Как-то вмещается. В общем, надеюсь немножко поспать. И завтра 5:30, сколько там, рано утром на охоту. Мастер спорта я держу. Доброе утро. Все. На Млете первый день в Хорватии. Do you like 5 maybe утра. coffee, tea? Да, yes, Huh? yes. Black coffee. Лучше переспать, чем не доесть, как говорила бабушка. Сейчас кофе и за первым козлом. Wait maybe 20 seconds more. Денис. Обычно, когда приезжаешь в Хорватию, Хорватский, мы да. понимаем больше на русском, разумеем, да. А то словенский язык, да. Это неудобно с палками выходить к такому морю. С ластами и маской выходить, а с палкой с ружьем уходим. Говорит, горы будут сложные. Так-то на вид вроде не это самое, но посмотрим. В общем, воздух шедевральный, красота невероятная. Если еще и зверь здесь есть, то вообще это фантастика. Остров Млет – это один из самых живописных островов Адриатического моря, расположенный в южной части Хорватии. В мае
На острове можно почувствовать себя в уединении, ведь туристический сезон еще не начался, а сезонные работники еще не приехали. На острове постоянно проживает около 700 человек, которые распределены по 17 населенным пунктам, расположенным на территории более 100 квадратных километров. Смотрит на горы. Доброе утро. Ну, есть козел, 10 лет. Вроде так, недалеко, конечно. Как важно приезжать на охоту со своим оружием. И как тяжело это сейчас сделать, это просто катастрофа. Это чисто отдельное путешествие, ружье и без ружья. Так, по ощущениям, не очень далеко, там метров 400. Можно было отсюда даже, что называется, с дороги стрелять. Ружье чужое, ни разу не стрелял с него. Так, тут опрометчиво стрелять с этой дистанции, поэтому будем ближе подходить. Ну, вроде так, не очень далеко. Тут вопрос только, повезет, не повезет. Чому треба? Може, поставимо. Попробуй посмотреть. В оптику. Попробуй курок. Пуля в стволе. Это дополнительно. Дополнительная амуниция. Он думает, что у вас будет хороший результат. Да, вы должны сесть с ним. Да, мы должны поехать на машине. Это здесь, мы подъедем ближе и пойдем пешком. Вот и начался долгожданный подъем. С первого взгляда высота показалась вполне доступной и легкой по сравнению с другими охотами. Но склон встретил группу большим углом подъема и еле проходимыми кустарниками с большими колючками. Степи говорит, что мы займем одну высоту с козлами и выйдем на них с подветренной стороны. На тяжелый. Буш такой прям лютый. Невысоко подниматься, но такая тяжелая.
лесу уходят выбрать самого лучшего трофея. Время чуть-чуть еще есть, поэтому не торопимся. Мария переживает больше Дениса. Почему все остановились, и Денис не стреляет? Уже все, лег до обеда. В жару. 7 утра уже лег. Устал, козел. Может быть. Козел не спит. Все идет по плану. Но только позиция выстрела никого не устраивает. Группа принимает решение подняться немного выше. За кустами спрятался. Денис подготавливает место. На горной охоте вы постоянно сталкиваетесь со сложными положениями для выстрела. Поэтому, если у вас есть возможность, лучше потратить время на подготовку места, чтобы сделать выстрел из максимально удобного положения. Стипе замечает за кустами хорошего трофейного козла и просит подождать, когда тот займет более выгодную позицию для выстрела. Я тебе скажу, когда. Отлично. Он начал движение. Он зашел за небольшой куст. Можно стрелять. Пуля ниже пошла. Да, я видел. Денис, возьми немного выше. Поздравляю, хороший выстрел. Чуть-чуть неудачно стрельнул первый раз. Чуть-чуть горы надо чуть повыше взять. В общем, 166. нормально. Козла взяли. Самое главное. Главный результат. Хороший трофей, 10 лет. В общем, не очень сложная охота. Очень красивая. Море, сосны, козлы. В общем, Хорватия началась. Фух, добыли только что Feral Gold. Feral козел, по-простому. На острове Млет. Шикарное место. Вообще невероятная красота, конечно. Ни с чем не сравнимая охота. Получается и море, природа, курорт. Правда, в это время еще людей, можно сказать, вообще нету, кроме охотников, кроме нас здесь. В общем, люди готовятся к сезону. Я думаю, через 3 недельки уже здесь будет кипеть жизнь. Очень красивый козел, когда-то выпущенный и, в общем-то, размножился до большого количества. Хищника нету, ни шакала, ни лисы, вообще ни волка. Живет припеваючий козел, большое поголовье. Здесь заповедник Млет. Здесь порядка 2000 голов на небольшой остров, поэтому с животными здесь все в порядке. Стрелял, но как-то так не очень удобно. Ружье не свое, чужое, конечно. Свое ружье — это свое ружье. И без пристрелки, без понимания, как летит
пуля как стреляет. Но тем не менее, козел у нас, феррал козел. Фух. Первый день охоты и первое утро. Идем в графике и будем двигаться за следующими трофеями. У нас 5 трофеев в эту поездку. Надеемся, что все очень быстро, да и, в общем-то, вообще получится это все добыть. Начало положено. Двигаемся дальше. Спасибо. У нас, оказывается, наш PH сопровождающий, очень серьезный боец ММА, здоровый, как, не знаю кто, как Халк. В России был 10 раз, везде выступал, в Дагестане, Чечне, в Петербурге, в Москве. Получается, такой серьезный боец нас сопровождает. В общем, вдвойне интереснее охотиться. Группа спустилась с гор. Все выражают Денису поздравления по поводу его нового трофея, который приносит охотнику дополнительные очки в таблицу достижений клуба горных охотников. А тем временем местные егеря уже провели результативную разведку на гибридного козла Кри-Кри, и это хороший сюрприз для всех. Красота какая. Не можешь понять, на охоте ты или на курорте. Море. Надо пойти, наверное, покупаться. Погода хорошая. Вот это я понимаю, охота. С утра добыли козла. Утро начинается с водных процедур в Адриатическом море. В общем, первый раз в жизни такая охота. И море, и покупаться, и охота. Водичка, конечно, бодрящая, но очень все равно комфортненько. Чистенько, красивенько. В общем, одним словом, лепота. Это я понимаю охоту. И уезжать отсюда не хочется. Это настоящая горная охота. Едем с надеждой добыть красивого козла Кри-Кри. Наш аутфиттер Йосип рассказывает про местонахождение гибридного козла Кри-Кри, что его заметили в очень хорошем месте. Практически там же, где мы охотились утром. И у Дениса есть все шансы добыть в один день 2 трофея. Стипи демонстрирует фотографии гибридного козла Кри-Кри. Группа оценивает трофейные качества каждого, поскольку их там несколько экземпляров. Мы могли А сразу что мы двоих его завтра напротив? утром день. Ele tof beli. Ну, добыть, то есть. Čini mi se da ima. Tizda. Ti ga vidiš sad.
Крикри и одичавший козел вместе бродят. Крикри единственное чуть поменьше. У него рога тоньше, такая тоже условность. Рога немножко подлиннее и черная морда. В общем, крикри реже встречаются. Сейчас еще посмотрим, я так понимаю, есть еще одно запасное место. Сейчас здесь посмотрим. Очень густой лес, может выйдет кто. Если выйдет, то здесь будем подниматься, а если нет, то будем переезжать. Еще немножко времени у нас есть, поэтому хочется добыть крикри. Посмотрим сейчас, как будет. То есть он белый, с черной полосой. У него есть небольшой узел на рогах, черная голова. И у него длиннее рога, большие рога. Да, рога длиннее. Я просил объяснить, что такое гибрид. Никогда не знаешь, сколько процентов от диких коз, а сколько от гибридного крикри. Иногда у них рога, как у чистокровной крикри, а иногда бывают, как у безуарового козерога. Но в другом случае он больше похож на дикого козла. Это как раз наш случай. Но у него должно быть черное лицо, черная полоса на спине и на плечах. Хорошо, Йосип, вперед! Ты видишь, Денис, там много животных. Мария остается с тобой. Хотелось бы, конечно, пойти в горы сегодня, второй раз. Но я должна остаться на стратегическом. Мария, ты поможешь мне. Ты будешь смотреть в бинокль. Это очень важный момент. Учитывая мое образование инженерное, мы сейчас планируем. Good luck. Нам придется лезть и делать выстрел. Нам нужно подняться на 400 метров. 400 метров не так уж и много. Но мы пойдем налево. Налево, а затем на позицию для стрельбы. Так что это более легкая линия. Возможно, всего мы пройдем сегодня 600-700 метров. Йосип сказал мне, что он остановился перед скалой, перед обрывом. И он не видел больше никого. Может, нам стоит немного подняться и обойти скалу. Вон они! Быстрее, они заметили нас!
О мой бог! Вот это охота! Круто! Слушай, надо с ружья пострелять. Получается, чужой еще ни разу не стрелял с него. Сразу на охоту. Надо, конечно. С плеча это круто. Всегда спешка. Неважно на какой дистанции. Спешка всегда. Всегда минусит. Всегда. One man down. Хоть 500 метров, хоть 1000, хоть 50 метров. Да, бил. Подошли прям очень близко, мы прям на хвост ему стали. Вот, они нас увидели, начали уходить. Хороший крикри. Все, лежит наш. Да, видно. Один день, 2 трофея. Это супер. Просто супер. Море, еще и покупались, и пляж, да что. Bilo je sve na brzinu, nismo imali niti sekunde vremena. A to je to, po boji, po svemu, po rogu, ono to. Добыл только что гибридного козла крикри. Немножко другое животное. У него рога более раскидистые, морда черная, полоска черная по хребту. В общем, в один день 2 трофеев. С утра добыли гибридного козла. Первый трофей был золотой медали, уже замерили. Я так понимаю, что это тоже где-то в этом районе будет серебро, золото. Быстро получилось подняться. Вся охота заняла, наверное, минут 40. Это, наверное, самая короткая охота в нашей жизни. Короче, я еще не было. Поднялись быстренько отстрелялись, небольшая дистанция. В общем, оружие нужно брать только свое, даже когда видишь такие страны, казалось бы, там дистанции там 100, 200, 300 метров, то есть, которые там в серьезных в азиатских странах считаются фантастиком, счастьем подойти на такую дистанцию, то здесь с местного оружия иной раз, вот сейчас стрелял там 100 метров и поле ниже летит, надо будет завтра перестреливать, перенастраивать прицел. Сегодня и утром стреляли, пули все вниз уходили, и вечером вниз. В общем, если есть возможность, и какие бы это муки ни доставляло, нужно, конечно, лететь со своим оружием. Но самая главная цель и задача выполнена. Гибридный козел крикри добыт. Шикарный трофей. Просто такой матерый самец. Зрелый, я думаю, около 10 лет. В общем, хорватская охота удивляет. Удивляет морем, пейзажами, купанием, красотами. В общем, на курорте. На курорте еще и охота. В общем, как-то еще и горная. В общем, как-то так. Редкие вещи, которые особо несовместимы, только в Хорватии, наверное, совмещаются. В общем, завтра передвигаемся на новое место за европейским муфлоном. Идем чуть-чуть быстрее плана. Поэтому очень-очень хорошо. Спасибо. Никто не знает, сколько тут у нас коз, кабанов, муфлонов. Да, потому что тяжело. Тяжело из-за сложной местности. Здесь хорошо. Другая сторона. О мой бог, у нас есть одно. У нас есть дерево, даже не дерево, а куст. Куст, как веревка. И из нее торчат иглы. Когда вы запаникуете, вы запутаетесь и никогда не выйдете. Если у вас есть ножницы, то вы выберетесь. Они впиваются и режут кожу. Если ты начнешь паниковать, то ты весь поранишься, и вся кровь вытечет. Это все. Мы завершили. Сегодняшняя работа очень хорошая.
Денис. Я видел фотографии. Поздравляю. Спасибо. Семьдесят. 76. Это золотая медаль за этого гибрида. Я уверен, это топ-10. Сегодня ночью. Праздник. Знаешь, вчера, может, и не было такого уж королевского ужина и завтрака. Но мы бежали на охоту, а теперь, когда все закончилось, у нас будет королевский ужин. Понимаешь? Ali evo, dižemo ovu čašu i možemo početi malo da se gostimo. Ajde, udavlje! Hvala. Ajde. Ljubit tebe niko neće, kano